Привет, мои дорогие! Хорошо, что вы зашли на огонек. Сегодня расклад для вас, как обычно. Здесь карты Авалон. Это очень мощная колода. Это как для нас Христос, для северных народов король Артур, спаситель. То есть, что спасет вас, что вам поможет, какие силы вам помогают, к чему подведут высшие силы, о чем вам нужно знать сейчас, а также о чем хотят вам рассказать сегодня карты. Вот такие темы я буду затрагивать. Оставайтесь, чтобы с пользой для себя провести время и получить ответы на ваши вопросы, насущные вопросы, да? Ну вот, игральные карты тоже будут участвовать. И вы проходите вообще по жизни как королева трефовая, да? То есть дама трефовая. Это женщина, которая делает дела на земле, у которой 12 сфер жизни, и эти сферы все важные. Такие сферы, как любовь, отношения, здоровье и так далее. Но вы можете, конечно, загадать себе любую другую даму, если есть желание. Если вы мужчина, у вас женщина внутри все равно, поэтому смотрите тоже. Сигнификатор здесь будет дама трефовая. И я посмотрю, какие энергии вами управляют сегодня, в тот момент, когда вы нашли, да? Какие энергии вам помогают, какие энергии вами управляют. А потом сделаем подробный расклад. Важно сигнификацию знать, потому что часто то, что с нами происходит, нам не видно. Итак, одна карта до вас и одна после вас. До вас королева пик, а после вас дама червовая. Смотрите, 3 дамы сразу, да, такое редко бывает. И здесь четко видно, что вас сейчас окружают люди 2 сортов, можно сказать, да, в вашей жизни. Один сорт людей – это те, которые вас любят. Это дама червовая, и те, которые вас не любят. К сожалению, у вас есть такие люди, которые вас не любят, и это не новость, просто мастерство не поддаваться им, да. То есть эти те, которые принесли вам слезы печали в прошлом, какие-то огорчения, с которыми у вас складывались сложные отношения, какие-то были пустые надежды относительно их. Люди, которые имеют какую-то злость, ревность, ненависть к вам. Люди, которые, к сожалению, могут даже опускаться до магии, черной магии. То есть непорядочные люди. Но, опять же, мы знаем, что люди, которые желают другим плохого, это и болезнь говорит в них, да, так что если мы это понимаем, мы понимаем, что люди слабые, они сильные. Червовая дама – это вот все прямо наоборот. Это тот, кто вас любит, обожает, заботится. Это может быть, кстати, дама червовая, даже ваш любимый человек проходит как дама червовая, да. Это человек, который вас любит, обожает, верит в вас, желает вам добра и всячески поддерживает. Ну вот так, такая диагностика. Сейчас я буду смотреть расклад на эту тему. Итак, сделаем старинную выкладку для себя. Первые 3 карты. Для себя, для дома, что было, что будет и чем сердце успокоится. Давайте смотреть старинную выкладку, это всегда интересно. Итак, для себя, для вас, для себя имеется в виду для вас, конечно. Еще одна дама бубновая – это 3-го разряда людей. Здесь обозначили карты. Это может быть человек на работе, человек с деньгами. Вот, например, мать, у которой наследство ваше. Это может быть человек в конторе, какой-то женщина, которая бумаги ваши решает. Это может быть адвокат, аккаунтант, то есть бухгалтер ваш. Это может быть врач, который вам помогает и принесет вам здоровье. Это очень хороший человек, бубновая масть, который владеет какой-то информацией для вас, и с этим человеком у вас будет встреча. Потому что 8 трефовая – это встреча и разговор даже. Разговор хороший, вам принесет он пользу, например, если болели, выздоравливаете, да. Это разговор может быть о любви, это может быть, например, мать вашего человека молодого, ну или не молодого, но вашего партнера, который вам не враг. У нее, может, и были какие-то заморочки, но это опять же ее ментальная болезнь разговаривала. То есть какая-то женщина, дама бубновая, хочет вам помочь и поможет, а здесь также, может быть, просто дела бумажные решаются, и вы будете довольны результатом.
Это для себя, для дома, для вашего дома. Это родные, здесь отношения. Мы сейчас все работаем из дома, поэтому это тоже касается и работы, и денег. Смотрите, 7 бубновая, конечно, деньги, и 2 семерки – это очень хороший знак, потому что 7 – это встречи, свидания, сделки, разговоры с клиентами, успешные разговоры, клиенты купят, закажут, у вас будут деньги, это точно. Трифовая масть очень хорошая касательно вас, потому что вы трифовая дама, и это при вас всегда. Итак, 9 трифовая всегда хорошая карта. Это сердечная привязанность. Это кто-то, кто хочет вам помочь, кто-то, кто желает вам добра. Это что-то очень хорошее. Это уже когда люди решили с вами взаимодействовать. 9 – это уже решение людей взаимодействовать. Здесь идут разговоры о бумагах, о делах, о семейных делах, бытовых ситуациях. Где-то переехать, может, разъедутся члены семьи, и вам будет легче дышать. Это важно, даже если мы их любим. Нельзя на куче жить, но если есть возможность материальная. Если нет возможности, там очень сложная дипломатия должна быть, да. Но все решится хорошо. 9 триф – это уже решение. Все решится хорошо. Что было? Что было у вас? Ну вот, трифовый валет – это ваши хлопоты. Трифовые хлопоты, трифовые дамы. То есть это хлопоты деловые и семейные, бытового плана, да, которые венчаются успехом. Здесь туз трифовый очень хорошая карта. Она часто говорит о том, что, может быть, вообще изначально трифовый туз – это казенный дом, да, но не обязательно казенный дом, поскольку вы трифовая дама, это может быть ваш офис, где вы работаете, или дома, угол, из которого вы работаете, да, ваш компьютер, вы купите, может, новый компьютер, или же какие-то ресурсы для вашей работы будут хорошие, да. Тоже трифовый туз – это дела. Это дела, это торговля, это может быть торговый центр, там, где вы приобретете все, что вам по сердцу, по хорошей цене, кстати, потому что трифовые заботы – это деловые заботы, которые венчаются успехом по 10 червовой. 10 червовая – это надежды, которые оправдались, интересы, надежды, которые оправдались, сердечное чаяние, сердечные планы, которые принесли любовь. Кто-то сейчас хлопочет о вас, кто-то хочет вам доставить удовольствие. Это позиция «что было». И вы, может, этого не видели, но этот человек продолжает в современное время, то есть здесь и сейчас хлопотать и помогать вам. Или же дела какие-то решаются. Итак, но это что будет, да, вот у нас что. Подождите. У нас так, для себя, для дома, что было, что будет. Что будет, это что было, да, правильно все. Правильно. Я проверяю просто, чтобы не ошибиться. Потому что есть люди, которые специально заходят, чтобы ошибки увидеть. Ну, пишите, если ошибки увидели, пишите, если для вас это так важно. Ну, я обращаюсь обычно к друзьям, но просто я должна была точно проверить что-то, что было. Это позиция, что будет. Итак, опять десятки, хорошие очень карты. Вы при 10 треф, это ваша карта, да. 10 трефовая – это деньги, это прибыль. Так что у вас будет прибыль. Прибыль может быть от вашего партнера, мужа, или это может быть новая встреча с каким-то трефовым королем, с человеком, который близок к вам по духу, и с которым вы можете быть очень счастливы в будущем. Это может быть ваш отец, сын, любимый, новый, или же уже который есть. Его заботы о том, чтобы был комфорт, достаток, благополучие между вами, в вашей семье, если семья есть. А если нет семьи, он хлопочет, чтобы была семья с вами, потому что 10 треф – это его хлопоты о деньгах, о прибыли, о том, чтобы доставить вам удовольствие, потому что 10 бубен – это всегда интерес оправданный, да, это надежды оправданные, чаяния оправданные. Это планы трефового короля, которые принесут прибыль и оправдаются. Это бумаги какие-то, это какие-то деньги. Вот что будет: деньги, решенные задачи, удачные купли-продажи. Все удачно обернется. Вот в том, о чем вы сейчас спросили, все обернется очень удачно, и вам поспособствует какой-то трефовый король. Но это с чем сердце успокоится. Ну, хорошая карта. Если красная карта выходит, сразу понятно, что сердце успокоится благополучием. Да, тем более бубен – это карта радости. Разговоры идут сейчас где-то в высших инстанциях, как может быть в вашей мэрии, вашего города. В высших инстанциях может визу получить, может
какое-то оформить на владение что-то, или же в высших инстанциях, там на небесах, чтобы вы были здоровы и счастливы. Потому что 8 бубен – это когда идут разговоры в высших инстанциях о вас, о бумажных вопросах, о денежных вопросах, и здесь благополучие, которого вы добьетесь, это наверняка. Ну так, мои дорогие, сейчас я делаю такое действие пасьянса, да. Я забираю карты, которые у нас идут в остаток, и в остаток много не идет, так что у вас вот очень много чего хорошего будет. Смотрите, вы остаетесь при трифовой 8 с бубновой дамой, то есть, да, идут разговоры о том, как вам улучшить жизнь, наладить быт, да. Дальше у нас здесь идет следующая триада. Опять же, ваши заботы оправдаются, ваши хлопоты оправдаются. Это трифовая масть, это вы, хлопоты трифовые оправдаются. И деловые какие-то, или обучение вы сейчас проходите, которое вам принесет интересную работу из дома. Вот это интересная работа из дома. Именно много интересной работы. Вы будете ассоциироваться, то есть вместе с каким-то королем, и у вас будут деньги, и бумаги какие-то ценные. Но это очень хороший расклад для трифовой дамы, да, то есть для вас, того человека, кто смотрит. Я сейчас эти карты отложу, пусть они здесь будут, они послужили верой и правдой, как обычно. Я перейду на колоду, которая называется «Мудрость Авалон». И на картах «Мудрость Авалон» мы посмотрим вас. Здесь есть земные феи, воздушные феи, огненные феи и водные феи. Это стихии, из которых вы сделаны. На дне колоды была воздушная фея, а эта фея принимать решения. И чтобы атмосфера вокруг вас была благоприятна. Вообще-то атмосферу благоприятную мы сами создаем, и люди, которые вокруг нас. Ну, а мы можем решить, куда мы идем. Мы же не дерево, мы не привязаны к одному месту, правда? Мы можем выбрать для себя поддерживающую среду. Итак, что я хочу спросить у карт? О чем сегодня вам расскажут карты, да? Смотрите, самовы. Эта карта очень хорошая. Птица Полинорман называется. Совы, сова, да? Мудрость. Карты мудрость сегодня скажут вам. Сегодня это ваше сегодня, кстати, когда вы нашли видео. Мудрость в том, чтобы простить самой себе, простить обстоятельствам. В этом заключается мудрость. И вам вышла счастливая карта в этой колоде. Это как императрица Таро, The Lady of the Lake. На самом деле это императрица и верховная жрица, если мы говорим, как вот перекликается эта карта с Таро. Lady of the Lake – это мудрость земли и воды, всех стихий. Вы знаете, ведь в волшебной стране Авалон есть такое волшебное озеро. И это озеро надежды, да, другими словами, где происходит трансформация жизни и возрождение. Вот как в христианстве пробуждение, второе пришествие Христа и пробуждение к жизни, да, вот это озеро Авалон, и озеро Авалон имеет свою властелительницу, да, свою покровительницу, и ту, которая живет в озере, это Lady of the Lake. И она говорит, вам необходимо развивать такие качества, как courage, то есть смелость, храбрость. И courage это, да, это смелость. Ну, я свободно перевожу, всегда свободно перевожу, это важно. Absolute truth, абсолютную правду свою держать. Нужно жить вам, проживать свою правду, а не ту правду, которую вам навязали другие люди. У каждого своя правда. Это говорит вам Lady of the Lake. Госпожа озера Авалон. Self-respect, уважение к себе, и responsibility – это ответственность за свою жизнь. Вот такие качества хотела бы госпожа озера, чтобы увидеть у вас. Она хотела бы, чтобы уже с сегодняшнего дня вот эти качества вы себе культивировали для того, чтобы быть счастливой. Earth Fairy – это ангел земли, фея земная, и она говорит, что может у вас в земных знаках что-то происходит, Солнце, Луна, Венера или Марс или Меркурий в земных знаках. Это может быть в Козероге, в Деве или же в Тельце. Я хочу сказать, что вы
не должны видеть свой гороскоп однобоко, как по солнечному знаку. Солнечный знак очень мало говорит о человеке, это сезон, в который вы родились, и все. То есть, если, например, вы Весы или вы Скорпион, Солнце поднималось в этом знаке на горизонте утром, да, и это все. Очень мало о вас говорит солнечный знак. Вам нужно знать, в каких знаках у вас персональные планеты. У вас 3 персональные планеты у каждого из вас. Это Венера, Марс и Меркурий. Так вот, у вас эти 3 планеты могут быть в земных знаках или же у вашего любимого человека. И тогда земная фея вас защищает. Да? Это земные материальные дела, которые решаются. Эта фея дает финансы, она дает счастливые финансы, мои дорогие. Нет, такой дождь идет сильный, вы, наверное, видите. Кто не знает, я из Ванкувера, и у нас всегда почти идет дождь. И вот, что вы видите, капельки здесь, это на окне. Итак. Смотрим следующую карту из страны Авалон. Это возрождение. Вот то, о чем я говорила, кстати, карты просто повторяют мои слова. Birth, rebirth. На самом деле, вот это birth. Birth – это рождение и возрождение. У нас с вами есть 2 даты важные. Это дата рождения, когда вы родились, когда вы даже не родились, а были зачаты. Это время вашего рождения. А также возрождение. Это происходит каждый день. Каждый день вашей жизни. Если вы так видите жизнь, вы будете счастливы. Так говорит вам Авалон. Авалон очень мудрый. Это как Библия. Практически то же самое, да. Вот это The Hawk, то есть это карта сокола. Сокол – это символ свободы. И здесь написано omens, то есть это удача, и messengers. Вот именно сокол приносит послание, и это послание вот в этой карте. Что хочет сказать вам сокол, тотемное животное сокол? Это карта Верховной Жрицы, The High Priestess. Видите, Верховная Жрица, она живет в стране Авалон. И она, вот эта Верховная Жрица, очень-очень мудрая. Она понимает, что все меняется. Ей покровительствует Луна. И здесь у нас атрибуты, то есть ворон, тотемное животное, напиток любви, напиток счастья, а это больше воды нужно пить. А также верить в свою судьбу. У нее, видите, Луна во лбу. Это значит, что перемены к лучшему. Луна – это символ перемен. И Верховная Жрица говорит: знай, что у тебя еще лучшие времена впереди. То, что она говорит, и она вам говорит через сокола, потому что сокол вышел как посланник. Следующая карта говорит trust и доверяй своему пути. Видите, вот здесь как-то ваш путь, он каменистый, но это не значит, что вы не придете в великолепный сад. Просто сложно идти вверх, но зато вы будете на вершине. Каждый день нужно покорять свои вершины. Каждый день новую вершину нужно покорять обязательно для ментального здоровья. The Stag – это тотемное животное олень. В стране Авалон много тотемных животных. Да, это северная магия. Белое. Вот так называемое церковное. Я говорю церковное, подразумевается белое. Потому что церковь – это вся природа. Да? Церковь – это природа, это не только здание. Итак, вам нужно развивать, культивировать качество самоуважения, pride – это горделивость собой, ну, в хорошем понимании этого слова, и leadership – быть лидером себе, так как вот этот олень – лидер себе. Он вам поможет. Тотемное животное The Spider. И в хорошем понимании слова, что делает спайдер? У него поддерживающая среда. Вот то, о чем я говорю много на видео. Поддерживающая среда для паука – это его паутина, которую он плетет. То есть networking. Вам нужно общаться с людьми, которые вас будут поддерживать, и быть креативным об этом, да. И проекты новые, креативные создавать по работе, или же проект по домашним делам, например, купить диван новый. У меня это пунктик, потому что я не могу найти хороший диван. Пишите, какой у вас диван, может, посоветуйте мне. Итак, communication. Вот здесь вам нужно развивать разговор с собой, конструктивный разговор с собой и с любимыми людьми. А с нелюбимыми людьми вообще говорить не нужно. Такой мощный расклад. Я надеюсь, вам познавательно, и вы для себя берете из него все, что можно. Пишите в комментариях. Это The Deer.
То есть олененок такой, да, олень. Это тоже олень, но есть понимание the stag, вот такой олень с рогами, да. А есть the deer. The deer у нас как-то бы олень то и другое, да. А на самом деле вот такой маленький олень, он как бы другой породы немножко есть. The stag это огромный олень, вот как мус. Как же мус-то сказать, сейчас не могу перевести. Лось, вот. The stag это огромный олень, такой как лось большой, да. А deer это маленький олень, но это не то, что он олененок, это не baby, это не ребенок, это взрослый олень, просто он такой маленький, да. И такой олень, the deer, приносит вам послание gentleness, это не мягкость, это нежность, это быть таким тонким в общении с другими и с собой, да, тонкость в общении и дипломатия. Это все, что вам нужно знать сейчас, да? Интересно как. The serpent – это змея, и мы привыкли, что змея в нашей культуре – это что-то плохое, это злая соперница, это злая женщина или еще предатель или двуличный человек. Это все имеет место быть, но в Авалон нет плохих животных, там же животные все иносказательные метафоры, да, которые нам помогают. Это как Писание Святое. Поэтому здесь змея – это ваша мудрость, это ваш ум, knowledge – это ваше знание. Сейчас век информации, век знаний, и healing – это символ очищения и исцеления. Если вам нужно исцеление, вот именно эта карта исцеляет, но змея – это тоже символ медицины, и это атрибут архангела Рафаила. Если вам нужно исцеление, вот эта карта вас сейчас исцеляет. Классный такой расклад получился. Так, что еще скажут карты? Death – это карта как второй смерть, то есть не пугайтесь, смерть это означает возрождение. Но каждый день заканчивается, смерть дня – это вечер, да? Но мы знаем все, что будет утро. Поэтому мы и не боимся. Вечер – это когда день заканчивается, как смерть, а утро – это когда день рождается. И чтобы родился новый день, предыдущий должен остаться в прошлом. Вот вам нужно научиться больше не проживать вчерашний день, это бесполезно. Карта об этом. Продолжаем, дорогие мои. Что сегодня расскажут карты, о чем сегодня расскажут карты. И эта карта белоголовый орел. Вот у нас, где я живу, я часто их вижу в небе, хоть и живу в центре города. The Eagle. Скажите, или в вашем районе, или в вашей местности есть такие орлы, или у вас другие орлы, да? Вот. И здесь этот орел имеет представительство в вашей жизни, потому что это тотемный орел. И у него представительство такое, дух. Это дух ваших предков. Сейчас с вами разговаривает через все эти карты. А также integrity, это интеграция себя, то есть вовлечение всего себя в процесс жизни. Да? Мы часто исключаем из жизни то, что нам в себе не нравится, а нужно вовлекать в процесс жизни все, что вы имеете. Итак, connection to the angelic realm. Это связь с миром ангелов. Сейчас у вас есть связь с миром ангелов, и через вот эту икону к вам сейчас в пространство входит архетипичный орел и связывает вас с вашими ангелами-хранителями. Вы можете послать через этого орла вашим ангелам-хранителям петицию и попросить о помощи, потому что они посланники, они приносят петицию к самому престолу Творца и попросить то, чего вам нужно в жизни. Это обязательно вам Творец даст. Итак, еще мы видим, что эта карта была на дне колоды, это фея воздуха. Понимаете, воздух – это не только мысли. Любая карта может мысли дать. Воздух – это стихия воздух. Водолеи, близнецы и весы. И у вас какая-то персональная планета или что-то происходит в этом знаке или в том человеке, о котором вы думаете. А если даже, кстати, планет нет в каком-то знаке, этот знак нужно культивировать, развивать вам. Вам поможет фея стихии воздух. Стихия воздух – это, знаете, атмосфера опять, да? Материальная стихия земля – это ваш материальный достаток. Кстати, материальность тоже духовная. Не обманывайте себя, не думайте, что материальность не духовная. Материальное тело наше, оно имеет дух, это духовность, все. Вот. А стихия воздуха – это
атмосфера вокруг вас. Вы должны все время работать, чтобы атмосфера вокруг вас была вам приятна, а не чужеродна, да? Чтобы ваша атмосфера была приятна. Итак, фея воздуха вам говорит, что сейчас она руководит вашими мыслями, но мысли приходят и уходят. Вы должны выбирать, каким мыслям верить, а каким нет. Словами руководит фея воздуха и intellectual analysis, а также здравый смысл. Intellectual analysis – это здравый смысл. Потому что некоторым мыслям доверять не стоит. Они не конструктивные, потому что наш ум или устал, или он пережил что-то. Поэтому выбрасывает нам некорректные или же ненужные нам мысли, неконструктивные мысли, пугающие нас мысли. И эти мысли разрушают мозг. Поэтому нужно выбирать, каким мыслям верить, а каким и нет. Такая фея. Давайте еще посмотрим, да? Ну вот это будет карта совет. Joy. Хорошая карта радость, да? Вообще, на самом деле, расклад заканчивается, когда карта повторяется. Вот когда стихия воздух повторилась, расклад, в принципе, заканчивается, да? Но я взяла еще одну карту на пасашок, чтобы получить совет от карт. Так можно брать, да? И мы видим, написано joy или радость. Это карта радости. И на этой карте вы видите символ солнца. Вот здесь вот на камне символ солнца. Что значит камень и солнце? Камень говорит навсегда, солнце навсегда, да, love forever, joy forever, это можно также переводить. И вы видите, что вы шли по этой дороге, пусть она была каменистая, но это была дорога вверх. Где-то у нас была дорога, помните, да? Вот. И вы верили, что вы выйдете на счастливую дорогу. Видите, та же самая аура в этих двух картах, потому что у них есть зеленый свет. Зеленый цвет – это символ возрождения и веры. И одна карта 37, а другая 47. То есть почти такая нумерология, где есть семерка. А 7 – это звезда мага. Это значит, вы достигнете счастливой жизни. Вот в двух словах. Вы шли по каменистой дороге вверх, вы верили в свою звезду, в свое счастье, и вы пришли в место, которое дает вам радость. Здесь есть такая легенда, и она тоже из страны Авалон. Сейчас я расскажу в двух словах легенду. Когда у короля Артура спросили, скажи нам, какая разница между счастьем и радостью? Король сказал очень просто. Представьте себе, что вы идете по дороге. И эта дорога как в пустыне. Вы очень хотите пить, но нет колодца, нет воды. И вы долго идете, и вам очень сильно хочется пить. Конечно, это страдание, и вы надеетесь, что вы найдете воду, потому что без воды человек долго не может жить. И потом король Артур продолжает. Вы приходите и видите, есть оазис такой, вдруг природа меняется, и есть деревья, цветы и колодец. И там есть такое ведерко, знаете, как в колодец, можно его туда забросить вниз, и вы пьете эту живительную воду. Ну, как Христос говорил, придите и напейтесь живительной воды, и вы никогда не будете нуждаться, никогда не будете thirst иметь, то есть жажду. Ну вот, вы напились этой воды, и это называется радость, joy. Вот это чувство, когда вы напились этой воды живой, да, после длительного времени жажды, это называется радость. Вот тогда вы испытываете радость. Но потом вы оглядываетесь вокруг, вы смотрите, а это небольшое селение. И там есть дом, в котором никто не живет. Он приготовлен высшими силами для вас. Вот этой Lady of the Lake, госпожой озера Авалон и верховной жрицей High Priestess, этими субстанциями приготовлен для вас дом, и там у вас приятные соседи, и этот колодец буквально очень близко. И вы решаете остаться и там жить. Это называется счастье. Да? Вот разницу, видите, радость и счастье. Так как король Артур через эти карты объясняет разницу радость и счастье. Я знаю точно, что у вас будет и радость, и счастье в вашей жизни. И я знаю точно, что вы будете счастливы. Сейчас вас благословляет вот Lady of the Lake, это как Дева Мария у нас, да. Но если мы берем и High Priestess, это собирательный образ Девы Марии. То же самое, да, во всех странах то же самое. И приносит вам trust, доверяйте тому, что вы будете иметь радость, счастье, любовь, благополучие. И все будет у вас замечательно. Вот такой сегодня романтический расклад получился на этих картах. Всегда получается романтический расклад. Я надеюсь, вы провели хорошо время в компании
высших сил, вашего высшего «Я». Хорошо с пользой для себя провели досуг, посмотрели свое будущее. А я, в свою очередь, скажу, что для меня огромная честь делать для вас расклады. Я вас очень люблю и забочусь о вас. Сейчас, в этот момент, когда вы смотрите, я вас благодарю за лайк или дизлайк. Выражайте свою эмоцию. Вы делаете не для меня, а для себя, потому что когда мы выражаем эмоцию, это хорошо. Эмоции нельзя складывать внутри, их нужно выражать. Так что ставьте пальчик вверх или вниз, подписывайтесь, если не подписаны, здесь все для вас. Я знаю точно, что у вас будет все хорошо. И знаю точно, что мы скоро увидимся. До новых встреч, мои уважаемые друзья. Пока-пока.